каждый продюсер вправе сам решать, на какое оборудование работать. На рынке существует большое количество высококачественного оборудования на сегодня, в том числе даже на фотоаппараты на сегодня снимают и кинофильмы, и телевизионную продукцию. Но хотелось бы, чтобы у нас в стране, как правило, принимают решения, к большому сожалению, на сегодня продюсеры на технику работать, принудительно говоря об этом оператору. Хотелось бы, чтобы эта ситуация в целом изменилась бы с приходом новой техники, которая, если будет стоить, безусловно, не так дорого, то она и в аренду будет стоить дороже. Это маркетинг, который в развитых больших странах происходит, поэтому я считаю, что стоимость оборудования, покупки и стоимость аренды, она не является фактором выбора, на какое оборудование снимать. Я хочу представить Андрея Григоряна, представителя компании Arri, который представит наших гостей, которые приехали для того, чтобы презентовать оборудование и технологии. Потом в конце мы обобщим, и будут вопросы-ответы, где подробно можно узнать о каких-то подробностях. Спасибо. Добрый день, большое спасибо, Арутюн. Хотел бы поблагодарить компанию Media за то, что они впервые в России представили цифровые камеры Arri D21 и Alexa вместе с Arri кодовый кодекс. 2011 год был для компании самым успешным за всю историю. Было продано огромное количество камер Alexa по всему миру. И у нас до сих пор продолжаются отличные, очень лестные отзывы от наших клиентов, которые приобрели эти камеры. Подтверждение тому, как пример, может быть, это фильм Мартина Скорсезе, который получил, «Хранитель времени», который получил 5 Оскаров, 2 из которых за лучшие визуальные эффекты и операторскую работу. Хотел представить своего коллегу из Германии, Ганса Зальцингера. Это глава продаж Азии и России по камерам и EDI-системам. Он проведет презентацию, которая посвящена двум новинкам, двум новым камерам в семействе, в линейке Alexa. Это Alexa Studio и Alexa M. У нас получилось провести из Мюнхена Alexa M. Вы ее сегодня можете, к счастью, видеть. Ханс. Спасибо. Hello everybody, my name is Hans Saltinger. I'm the head of sales of Asia, and since a couple of weeks I'm also responsible from the headquarters for Russia, together with my colleague Andrei. I want to thank first of all the organizer, Hyatt Art Media, for this wonderful invitation to this wonderful city in Moscow. It was a great honor for me that I was able to talk to you. Ханс Зальцингер хотел поблагодарить компанию Media за это приглашение и за то, что у него появилась возможность рассказать о их новом оборудовании вот этой прекрасной аудитории. Okay. So, around 2.5 years, we started to develop a new camera. You know, Arri is the most successful and most famous company in the film world. And what was proven as well through the last Oscar
event where nearly every single film which won this award was shooted on an Arri camera. A few of them in the analog world, a few in the digital world. And when we started to discuss about what is the target for a camera, a digital camera, then it was exactly these 4 points that what you see. We want an extraordinary image quality. We want an efficient workflow, because especially in the digital world, without an efficient workflow, the camera is nothing. Of course, we want to have the same Arri quality where our company is famous for, and it should be simple and easy to use, and it should be give you the opportunity of a safe operation. Arri всегда были мировым лидером в производстве кинотехники. Как вы знаете, может быть, за последние множество Оскаров были в абсолютном большинстве получены фильмами, снятыми на камеры Arri. Соответственно, когда Arri 2,5 года назад задумывались о том, что ему нужно делать новую цифровую камеру, они ставили перед собой очень высокие цели. Их интересовало, чтобы эта камера обладала непревзойденным качеством картинки, чтобы тот материал, который выдает эта камера, подходил под любой рабочий процесс, чтобы камера была максимально гибкой в использовании. Естественно, их интересовало качество изготовления, эргономики и привычка операторов к работе с техникой Arri. Ну и, естественно, какая-то элементарнейшая безопасность в работе с камерой. So what makes an image? What is the quality of an image? It's for sure not just the number of K. It's the question of the dynamic range. It's a question of how the look of the image is, how you deal with the colors and all these things, so that it has an organic look and not should not look like a video clip. And I think one of the most important thing in that case is that we have over the whole range of whole range of the exposure index, from 160 ASA until 3200 ASA, always 14 stops available. Which means that you can get all the highlight details as well, and you have a really noise-free image when it comes to the dark. Качество картинки – это очень интересный вообще параметр. Это не только количество пикселей в картинке, это совмещение множества разных вещей, цветовой технологии, умение делать правильные матрицы. Одна из факторов, который сделала Алексу настолько хорошей камерой, это возможность использовать абсолютно практически любую чувствительность, от 160 до 3200, это позволяет получить динамический диапазон в 14 каналов, что было раньше недостижимым параметром для цифровой техники. Beside all this beautiful image, what you can generate, it's very important that you can also deal with these results in a very easy way. And therefore, we have designed an open architecture where you can go from the lowest quality to the highest quality which is available on the market. And of course, the highest quality what you can get around the world, which is now proven from so many hundreds and you can say nearly thousands of films, which was shot in the last 1.5 years with Alexa, is the Arri RAW, which is uncompressed, unencrypted, and we will hear from Ben later on some more details. If you look on the ProRes and then you shoot on ProRes, this is a... Sorry, I forgot. Одна из важнейших частей успеха камеры Alexa – это возможность этой камеры подходить под абсолютно любой рабочий процесс, который у вас был. Она может работать в самых разных настройках качества, от сильного компрессионного сжатия до полного некомпресса формата Arri RAW, собственно, который обеспечивает абсолютно лучшее качество картинки, которое существует сейчас на рынке.
Собственно, это не подлежит сомнению практически, это доказано десятками прекраснейших фильмов. Okay, what means ProRes? You have in this case compressed information with a codex which is really beautiful, so you don't lose too much in the information. You take it out because it's natively recorded in ProRes. You put it in your Final Cut, or now with software release 6.0. You record on the Avid format, also natively, and you take it to your editing software, and you can immediately start. There's no transcoding anymore necessary, which makes the process very fast. Собственно, самый простой шаг – это запись вот на карточке внутренняя. Это как бы сейчас есть два формата: Apple ProRes для всем известной монтажки Final Cut, и буквально недавно с последним обновлением появилась возможность записывать материал в формате Avid DNX HD, соответственно, прямо напрямую под монтажной программой. То есть суть этой технологии в том, что если вы правильно все делаете, у вас вообще отпадает сам факт загона материала в видеомонтажку, вы можете просто вытащить карточку из камеры, воткнуть ее в ноутбук и прямо сразу начать монтаж. Okay, I already have talked about the Arri RAW as the best format. We have the greatest flexibility in the post-production, and it is, and this is a very important message, also the best option for archiving. You know, there is a gentleman, I think his name is George Lucas, who has made a couple of years ago a film which was also, I think, not really successful, called Star Wars. And he has done this, I think he has earned for himself around $3 billion US through these 6 films what he has shooted. And recently, it was the Star Wars #1 came back to the cinema, 3D converted. It was shooted on film. It was shooted in the material which can survive 100 years, and if you do this in black and white, master copying in black and white, then you can it can survive up to 800 years. And he has protected the value what he has created at that time. He has protected this in a very good way. He has archived this material, and 20 years, 25 years, I don't know. I think I was quite young when the film comes to the cinema. He has used this material, and now he makes perhaps another 200 million. And therefore, archiving is a very, very, very important part. Because you create not just wonderful stories, you not just create wonderful information about history events. You create also a value. And if you archive encrypted and highly compressed information, then you will see how much you can use it in a couple of years. If you don't spend money every year to convert this in the newest format. And with Arri RAW, I mean, everybody could develop even in 1,000 years a debugging software which gives you the result back what you have shooted in Arri RAW. But if it is encrypted and somebody is losing the key, let me say, work in that way, and then you will never get it back. And a very good example is, I mean, John F. Kennedy, which was a great president, he was acting in a period of time when video comes up, and 10,000s of hours are lost now because they haven't converted this material to the next generation, and it's gone forever. So archiving, keep this please in your mind, is a very important stuff, and this is also for your money what you have invested, the protection. Более высокий формат работы камеры – это Arri RAW. Он обеспечивает запись некомпрессионного сигнала матрицы в максимальном разрешении. Это идеально подходит для серьезной работы с цветокоррекцией, для компьютерной графики. И плюс есть еще одно очень важное замечание, что этот формат лучше всего подходит для долговременной архивации. Как Ханс рассказывал, есть такой всем известный человек Джордж Лукас,
И его, те фильмы, которые он снял, сейчас можно взять пленку, допустим, и опять ее отсканировать и раскрасить в стерео-3D, собственно, что сейчас и происходит. Допустим, с видеотехнологиями 20-летней давности это повторить в принципе невозможно, потому что они не являются безопасными в этом отношении. Формат Arri, он лучше всего подходит для архивации, потому что это чистый слепок матрицы, и как бы, ну, может быть, через там 20 лет будут более совершенные технологии, которые смогут выдать из этого формата еще более хорошую картинку. В этом вся прелесть, в том, что это не компрессионное, не зашифрованное изображение, это максимальное качество, которое может выдать кинокамера. And the other very important part is the product quality, and I will show you now a few pictures what means product quality. I mean, we are in a country, last week I came from Dubai, so the temperature there was a little bit higher than here, but the camera works in every conditions. And this is a few examples where you use the Alexa in a temperature range of minus 25 degrees. Franz Kraus, our CEO, was last week in Turkey. I don't know in which place, but he told me that he was on a shoot with minus 30 degrees and the camera still works. And what else means quality is this is a very good example. I tell you two stories now. 2 years ago, I made a similar event in Mumbai. And so we had at this time in total 17 cameras available, and we had I had one with me, 6 was on a shoot with Roland Emmerich for the Anomalous shoot, and then for test we had 3 cameras, and to make it reliable for the heat, it was cooked in an oven up to 90 degrees. So, but the test should just be used for around 2 hours. So it was a Friday. The gentleman who did the test was maybe thinking on such beautiful girls like he's in front of me, and he forgot to switch off the oven. So Monday he arrived in the laboratory, and he starts immediately to realize what's happened. He smelled something. His face color moved from white to red to green. So he was the first, floor number 4. So he was ready to jump out of the window and start to suicide. So thanks God, he did not suicide. He's still alive, and he take the cameras out of the oven. After 3 days until 90 degrees, we have to exchange for security reasons 3 parts. Altogether was around a value about 300 to 400 euros. The cameras still work. So last year, short before the NAB, we sent out. Okay. I will forget something. Arri очень гордятся качеством изготовления своих камер. У них строжайший контроль качества. Ну, я вам могу потом рассказывать отдельно об их заводе, это просто это вносит в голову. Соответственно, есть несколько историй, которые могут подтвердить качество этих камер. Во-первых, они отработали по всему миру при температурах от минус 30 до плюс 70 практически на реальных проектах. Плюс было несколько очень запоминающихся историй. Одна из них была, когда там больше года назад было подобное мероприятие в Индии, и они решили проверить камеру на устойчивость к теплу и запихнули ее в духовку. Просто вот, включили ее на 90 градусов. Проверили, все нормально, час она там у них стояла, а потом какой-то человек, который за это был ответственен, ну, вернее, безответственен, он ее не выключил и ушел. Соответственно, человек вернулся через несколько дней просто и увидел, что он сделал, попытался выброситься из окна, как он понял, что он сотворил. Но человек выжил, а самое интересное, что выжила и камера. То есть они заменили там несколько деталей, суммарный ремонт обошелся там 500 евро. Ну, из соображений просто из гарантии. А суть в том, что она была в рабочем состоянии после нескольких суток пребывания в 90-градусной духовке. Это, я думаю, много о чем говорит. So, and you know, Americans want always to one more step. So last year, short 3 days before the NAB starts,
We sent out 3 brand new cameras and to a client. It was a big rental house in the US on the West Coast, and then one day before the NAB we got a call. Oh shit, something happens. A full truck with lighting, grip, camera, lenses, all this stuff was in this truck. For some reason it was burned down, maybe Al Qaeda, I don't know. But in any case, the result was this picture. And before you start to translate, this guy was so mad, he started to fall down on their knees, was shocked, and I don't know why he has made the task, but he did the task like this, and the camera still runs. And so the final test we are thinking about that is, but it's really hard to get some nuclear weapon, maybe you can help us. This would really be the final approval for this reliability of this camera. Вторая байка была вот буквально недавно. Было отправлено 3 камеры на выставку. Одна из них ехала в грузовике с кучей там света, оборудования. И вот в тему о вот кране сгоревшем, который у нас тут стоит, в общем, кто-то спалил этот грузовик, непонятно кто. Но суть в том, что весь грузовик с кучей оборудования просто физически сгорел. И вот что удивительно, камера как бы оказалась рабочей, причем вот как бы человек, который им это принес, упал на колени и сказал: простите, вот вам камера, давайте, может быть, проверим, может, она работает. Вот, и следующая была шутка Ханса, что ну, как бы осталось нам только атомную бомбу на нее скинуть, чтобы вот, проверить, что она выживает, и после этого. Okay, this camera still works. We have this camera now in our showroom, so you are highly invited to visit Munich, which is also a wonderful city, a little bit warmer at the moment, so it makes it a little bit more fun outside, and it still works. So what is the part of the Alexa story is, of course, the results, and here you see just a few examples. I don't want to go through that all, but Google was shooted, the yellow colored stuff is shooted in RAW. In the meantime, there are much more, and there's a clear tendency to shoot in Arri RAW, especially in the high-end and Google wants the Oscar for the best camera. Of course, this is also the success of the DOP behind, but it's also a part which we use for ourselves. Ну, как бы самое хорошее, на самом деле, подтверждение качества техники — это не байки о том, как она работает, а ну, подтвержденные результаты. Собственно, вы видели список фильмов, которые сняты на эту технику, как кинофильмов, так и телепроектов. Из них желто-оранжевым были выделены те картины, которые сняты в формате Arri. Это как бы далеко не полный список, там просто были показаны самые интересные и самые известные проекты. Okay, for today, this was just the warm-up, what we have done now. You know, Arri was always developing families. Not just with the customers, also with our products. So we started on the analog world with 16mm, 35mm. We had a 460 SR3. We had on the 35mm we have the 235, 435, Arri Cam, LT and Studio for different uses. And the same is on the digital world. We started with the AV. Honestly speaking, in the studio, which I will explain you a little bit by today, was then postponed because after we got so much good feedback, wonderful feedback about our electronic viewfinder, which is nearly no delay, we were really thinking, should we go for a much more expensive camera just because of the optical viewfinder and some other stuff. But on the end we got a lot of requests from the market, and so we designed this, and that's the new baby, which unfortunately I don't have with me. I have to excuse myself for that, but we have such a huge demand on shoots, and also the customers who have already placed the order want to get delivery, that we are completely out of these cameras at the moment.
Насколько все знают, Arri это более чем серьезная контора, и они всегда закрывали весь сектор рынка. В пленочном секторе у них есть несколько камер разного формата, 435, 235 Arri, которые закрывают те нужды, которые нужны под соответствующие съемки. Точно такая же концепция абсолютно применима к миру цифровой кинематографии. Соответственно, здесь представлена, вот была показана новая разработка, следующая из семьи камер Alexa. Называется она Alexa Studio. Ее принципиальное отличие, одно из главных, не единственное, это наличие оптического видоискателя, который имеет очень много разных преимуществ. Суть в том, что мы не можем, к сожалению, ее видеть сейчас здесь, потому что эта камера пользуется настолько огромным спросом, что их как бы бронируют прямо еще просто на цепочке. То есть на них очень большая очередь, и те камеры, которые сейчас производятся, они напрямую прям раздаются на живые проекты. Поэтому Ханс даже не смог найти свободную камеру на складе, чтобы привезти ее сюда показать. Как-то так. So what makes it so super, the top of the line camera from our company is of course the optical viewfinder, the rotating mirror shutter, the 43 sensor. All this license what we have developed are already inbuilt, and it comes along with it. Of course it is also the same performance what you get from each and every camera from us. So you see here a few materials or films which are already shooted on Alexa Studio. Skyfall, the new James Bond, is one of them, which is shooted by Sir Roger Dickens, and a few others you can see. This is it's a fully loaded camera with all the Alexa features, including the anamorphic D-squeeze license, including the high-speed license, and includes also the DMX HD license, which comes along with the software release 6.0, and this should be released in April. Эта камера, она является самым совершенным звеном во всей семье. Она содержит в себе все возможные программные опции, которые доступны для вообще студии серии камер Alexa. То есть запись в формате DMX HD, высокоскоростные съемки до 120 кадров, возможность работать с морфотной оптикой. Все это как бы уже встроено в пакет. Соответственно, она имеет оптический видоискатель, и очень большое отличие, там матрица имеет формат 4:3. Это больше похоже, в принципе, на стандартную пленочную технологию и позволяет гораздо лучше использовать, например, анаморфотную оптику. Опять-таки, эта камера предназначена для того, чтобы выдавать максимальное количество картинки. And then, if I'm not wrong, all these films which are on the list here is done in Arri RAW. Да, тот список фильмов, которые указаны здесь, включая там следующий, например, Джеймс Бонд, это тоже очень серьезный уровень. И все эти фильмы, естественно, снимаются в Arri RAW, потому что тот уровень проектов, который подразумевает камеру Alexa Studio, он автоматом практически подразумевает запись в Arri RAW. Okay, I started before to explain you that one of the target of Arri is quality and all this stuff, but it's also lifetime. It's also to protect the investment of the customers. And now with this optical viewfinder, what you find here, the benefits of zero delay. You look through an optical system, and you can judge the focus better than with anything else. Your eyes get not tired. If you use the optical viewfinder for a while, you can use the focus and could see through the camera without switching on the camera and things like that. I mean, you can read this by yourself. It is also that you can use the old material. So now I have made a big mistake. You can all use the viewfinder material what you have from the 435 perhaps in your company, and you don't have to buy this new. Оптический видоискатель это вообще очень хорошая вещь. Он позволяет получить картинку для оператора без какой бы то ни было задержки, без какой бы то ни было усталости для глаза, потому что нет никакого экрана, то есть это просто живое изображение. Это самое удобное для, в принципе, работы с фокусом, потому что, опять-таки, вы видите просто прямую живую картинку. Также этот видоискатель может быть, если нужно, он может быть заменен на электронный, даже на Alexa Studio, если это понадобится.
И сам по себе видоискатель, он практически полностью повторяет всю конструкцию классических пленочных видоискателей от фирмы Arri, потому что там бесполезно придумать что-то новое. Соответственно, все те аксессуары, которые у вас, возможно, есть, они все применимы к этому видоискателю. Okay, but there might be a situation that you are not completely happy with the optical viewfinder, because especially if you go in a low light situation and the sensitivity of the camera, of the sensor, is so high that you can shoot nearly in the dark like you find it here. And with the optical viewfinder you would still see something, but with the electronic viewfinder you see, of course, much more on details and all these things. And therefore you can exchange the optical viewfinder on the studio and to the electronic viewfinder as well. You cannot use it in parallel, of course, but that is you have to exchange this plate and then go ahead. Типичный пример, когда вам может это понадобиться, например, это когда вы снимаете абсолютно ночную сцену. Суть в том, что камера настолько светочувствительна, что она позволяет снимать в тех ситуациях, которые являются некомфортными для оператора. То есть в электронный видоискатель вы же видите то, что зарегистрировала вся матрица. Соответственно, для условий низкой освещенности электронный видоискатель, он просто банально удобнее, там проще понимать, что вы снимаете. Если нужно, это меняется в течение буквально пары минут, это не есть какая-то техническая проблема. Okay, and then one very important part of this studio is this photo 3 sensor mode, which allow you to shoot in anamorphic with anamorphic lenses. So, and there are a few reasons why you should shoot anamorphic. For me, as a user of the film, is simply the beauty of the result. What you if you shoot anamorphic. Одно из главных преимуществ камеры Studio – это наличие сенсора формата 4:3. Это позволяет прекрасно использовать аноморфотную оптику, что дает совершенно огромное качество картинки и очень красивую пластику. Собственно, Ханс очень советует всем снимать на аноморфотную оптику. Я понимаю, что все тут, может быть, рады этим заняться, это достаточно дорого по деньгам. Но эта система, она предназначена для получения максимального качества картинки, соответственно, это подразумевает использование аноморфотной оптики. I think we are a little bit short in time, so we should jump over that. And this is what I originally wanted to show you. And that is the eyepieces, what you have from the 435, you can still use it on the studio as well. Да, всякие все масочки, они все совершенно спокойно ставятся на ночь. This is the rotating mirror shutter, which I mean, the main advantage of this is, besides the optical view, is that you kill all these shutter artifacts which you maybe have on a pure electronic result. Второй плюс наличия оптического видоискателя – это полное избавление от всех проблем с роллинг-шаттером, потому что все считывание с матрицы идет, когда она закрыта, и информация в ней не меняется в процессе считывания. Это избавляет от многих проблем в видеотехнике. Okay, this is maybe an interesting part because I got so many questions. What areas of the sensor is used? You have here this 16:9 mode and the 4:3 mode. The main difference on the 4:3 to 16:9 is that you use the full sensor size to record. What you see here is which is the frame, the big frame. This is the sensor size, and then you see in different formats what is used in the surround view. You just see in the monitor, or you see this on the electronic viewfinder. It's not recorded, so that you could see if you turn around what is the next item, what you will see. Здесь на этом слайде показано, какие зоны сенсора работают при каких режимах.
В принципе, ну, я хочу прокомментировать только одну вещь. Сенсор сделан очень интересно. Он имеет некий захлест, то есть он имеет какую-то часть картинки, которая показывается на плейбэк и на видоискатель электронный, но при этом она не пишется. Соответственно, вы можете понять, например, что у вас микрофон в кадр влез, допустим, или что вы в панораме куда-то уедете. То есть вы видите часть кадра, которая скоро въедет в кадр, но как бы она не пишется. Это очень удобная система. Okay, that's a few information on the end. The most important thing is what you have to pay for that camera, and if you want to have it fully equipped as a pro set, then it's let's say around 100,000 euro what you have to. Ну, собственно, на этом слайде указано, во что вам вся эта радость обойдется, если вы хотите это покупать. Ну, есть там про-сет отдельно, это, ну, там просто побольше аксессуаров, это можно поподробнее потом все обсудить. I just want to add, this is not too much. В принципе, это как бы недорого считается у них. Okay. Now you will see a small interview which was done on the IBC last week, because we switched now to the M, which you can also see because I was able to get the M to this country on this trip. The funny story was well, last year on the NIV we announced a partnership with James Cameron. I don't know if you know this man. You can say he is the Pope of 3D. And the 10 biggest films, I think 4 of them done by him. Titanic or all this stuff. I personally like the Terminator. There are also funny stories which partnership James Cameron has already done on different competitor products. What I know from him is that he has just signed one partnership, and this was the M, because he likes the beauty of this camera. So now we are a little bit in a dilemma, because this is purely English. Good English and yeah, not native speaking English, but the main message is 4 minutes real. The main message comes on the end. And I have asked my CEO last week, not last week at this exhibition, what in hell we have paid him that he makes such beautiful comments. He said, no, Hans, nothing. He has paid all these cameras without any discount. He helps us a lot to develop the beautiful Alexa M. And so now look at this after he has translated what I said. Собственно, еще один продукт из семи камер Alexa. Alexa M — это модульная камера, она специально разработана для 3D съемок или для каких-то экстремальных съемок, там всяких там полетов, стадикамов и прочего. Соответственно, у нее отделена камерная головка. Эта камера разработана при активном как бы участии и поддержке всем известного Джеймса Кэмерона. Он как бы, ну никак, сейчас будет показано его интервью небольшое. Соответственно, человек просто рассказывает свой опыт ощущения. Это все как бы никак не за бесплатно, просто человеку как бы очень интересуется техникой в какой-то степени. И Ханс хотел подчеркнуть, что это никоим образом не является рекламой, это просто личный интерес этого человека к этой технике. И по сути это вот первое стабильное партнерские отношения. Вот Джеймс Кэмерон выбрал Алексу М как свою камеру, которая ему очень нравится, с которой он собирается дальше работать. Сейчас будет его такое коротенькое интервью. After having seen these gorgeous images, we have a few minutes By the way, he was not recorded on Alexa. Where we stand today and where technology may lead 3D in the future. And we are very proud to be in a partnership, not only with creative people, but with a newly formed company. And we are showcasing at our IBC booth and also now here on the stage the first kind of joint developed piece of Alexa, and
Pace Cameron Group technology. We always approach this as a production environment. I think a lot of people get stuck with just, oh, here's a component, here's a lens, here's some motors, and it's a 3D rig, and that's never been our part of our approach to it. An integrated approach is certainly our direction in production. Working together with Arri, we were able to really reduce the Medusa effect, if you will, of systems that require a tremendous amount of additional add-on boxes or additional wiring. So we're managing all the signals of the Alexa cameras. We're managing return signals that might be coming back from a production environment. We have a very streamlined system for rolling into production for shooting with a 3D camera, and I think that the collaboration was the next evolution for us, because we're working together as a team. We're identifying areas that they can service with their resources, or we can service with ours. But in the end, we're going to service it, and this is a product of that working together. Obviously, although everybody wants a small, lightweight camera for film production, it's really absolutely critical to our business in 3D to have something that's very small, because obviously the rig becomes a multiple of the camera and lens combo times 2, and then the rig added on to that. And from the very first meeting and then on through the whole technical development last year and throughout this year, we just found it to be a great working collaboration area. We're very responsive to the things that we were requesting, and we were able to design the rig itself in parallel with that, so that we put some of our cabling internal. We were able to consolidate the cabling as they were able to consolidate the outputs and so on. And the result is this, and we could pull it off here and show it kind of handheld if we wanted to show how. You want to break it off, Vince? This is very, very similar in weight to the 2/3 inch cameras that we were using on Avatar, and it feels very, very natural and easy to use. It's very straightforward. You could walk with this. You could run with it. I certainly look forward to shooting with this, and this is a major breakthrough, obviously, for the Alexa technology. Is for anyone here, and I'm sure many of you have worked with the Alexa. The non-Alexa M version is quite a bit larger camera. You couldn't be doing this with that camera. This is very easy to work with, very well balanced, good for hand holding. It'll be good for Steadicam, and of course it's configurable to any type of rig, including side-by-side applications. And I think the thing that struck us about the Alexa, maybe in addition to the other things I was mentioning, the beauty of the color space, the dynamic range, which is very film-like at 14 stops, was really the performance of the camera in terms of the identical signal output from the two separate cameras. This is so critical, because when you're shooting 3D, you've got to be generating two images that are identical in every way, from the calibration of the lenses through to the actual signal coming out, identical in every way except for the parallax. Only the parallax should be what's different. So when we were in the DI with the Alexa images from Cirque and some of the other stuff that we've been shooting, you can take those two waveforms from the left and right eye and superimpose them, and they are identical. The black pedestal, the black values, the gamma, everything is absolutely identical, and that makes it a dream. A difference in the black values, for example, gives you a really strange sense of a mismatch. It almost makes you sick to your stomach. So dealing with cameras that are so nicely matched, I think was really good. We just knew we were working with really precision cameras. Я попробую кратенько привести краткий смысл, что камера разработана в очень тесном сотрудничестве между съемочной группой и инженерской группой. Они друг другу помогали, то есть как поделились опытом и целями, назначениями. И что камеры настолько хорошо сведены, что при почти нулевом параллаксе можно просто брать и вот свои формы сигнала просто накладывать друг на друга, и они сходятся просто абсолютно. В общем-то, это то, что нужно для стереосъемок, и абсолютная идентичность картинки по всем параметрам, кроме единственного, что должно отличаться, это точка сведения. Собственно, это вот то, что возможно с этой технологией, с Alexa. Вот, тот трик, который был показан на вот этом видео сейчас, это специальная разработка для Джеймса Кэмерона. Насколько я знаю, купить его сейчас сложно.
Может быть, можно будет взять в аренду, но это нужно уже с Хансом обсуждать. Yeah, okay. So I hope you have understood the messages from James Cameron. I mean, I want to repeat the most important part for me, because not just the beautiful output of the camera is important. For a 3D, it's more. Not more, but it's as well important that the camera match together. And this he said was a dream. And this is something what we hear from each and every customer. It is a dream to use this camera, because you don't have. It doesn't matter if you mix serial number 1 with serial number 4320. It simply works perfectly together. Ну, как бы от всех клиентов, которые вот берут эти камеры, приходят такие отзывы, что совершенно, ну, как бы они все, абсолютно от первой до там любой, они все сделаны по абсолютно одной технологии, и вы можете в любой момент взять совершенно любую камеру Alexa M и поставить их две как бы на риг, совершенно не обязательно их брать одновременно, то есть не требуется никакой дополнительной калибровки для этого. Система именно придумана для того, чтобы любая абсолютно камера Alexa M сводилась с другой без малейших проблем. So, and I don't want to talk too much because there are some other presentation as well. But what you the main reason for this Alexa M is in fact action, underwater, Steadicam use, and of course 3D. And you have two parts of this camera. You have the head and the body. Like you see here in front of us, you can touch it later on. And you can have a distance without power supply in the fiber optical cable up to 1 kilometer, and as a hybrid with power supply, you can have a distance between head and body about 100 meters. Price you see as well here, and we have an exclusivity partnership with James Cameron. It ends end of April, so then after this time we can deliver this also to other customers. Ну, пока эти камеры не отгружаются серийно, где-то в конце апреля, конечно, серийно отгружаться всем желающим. You read this? To read? Next. You finished? What you see here and what you have seen in the film as well, this is a product developed from Cameron and Pace. So it's I think not for sale, but you can rent it. And the benefit of this is that you have a really small and lightweight rig, very stable, so that you can survive in each and every condition. Here you see the picture with head and body connected to the fiber optic cable. We have also a very smaller one for Steadicam use, so that you have a solution for this as well. The camera M is designed more or less as a B camera to the studio. So because it has also 43 sensors, it has all these possibilities like the studio has, beside the optical viewfinder. And if you don't want to use it in two pieces, then we have a special bridge plate developed so that you can put all these two parts together without a cable, and then it still works. Ну, камера Alexa M, она была задумана как возможная камера B для съемок с участием Alexa Studio. Она имеет такой же матрицу 4:3. Единственное отличие от видоискателя. Соответственно, кабель между двумя частями камеры, ну, как бы они продают два типа. Есть 2-метровый для стадикамов, есть там длинный для 100 метров, в общем, для любых значений. Если очень надо, то можно отдельно запитать камерную головку и просто оптоволокно прокинуть там на километры. То есть, если нужно, делаются вот такие конструкторы из этого. Был показан опять еще раз риг, который скоро тоже пойдет в продажу. В принципе, это сейчас самый легкий риг, который есть на рынке. И вот здесь показана такая забавная вот такая площадка, которая позволяет в случае необходимости камеру Alexa M превратить, ну, по сути, в обычную Alexa для подсъемок к имеющимся у вас камерам, если вы хотите несколько камер одновременно. Okay, let me just use a few words on Arri RAW, because Ben will explain everything about that later on. In principle,
this is what was shooted on Arri Raw, and there are many other examples. What I want to explain is in this part. We have a certification process. This means when somebody wants to develop a Arri Raw recorder, then he has to fulfill our specifications. So the number one was codecs, and now we have in the meantime 4 of these recorders. Still codecs is in front of all these providers, and but just buy something which has really the certificate of Arri, because then you can be sure that everything works in a smooth way. Otherwise it might be that you have problems with downloading and things like that. Everybody can be qualified for that if we fulfill the specification, but just use things which are really certified from us. Ну, еще раз несколько слов о формате Arri Raw. Об этом, в принципе, подробно будет рассказывать Бен из компании Codex. Что сделали Arri? Они, по сути, стандартизировали просто интерфейс и тип передачи сигнала и сам формат. Arri не занимаются и, скорее всего, никогда не будут заниматься изготовлением рекордеров. Они сертифицируют рекордеры других производителей. Первой компанией, которая получила сертификат от Arri на запись Arri Raw, была компания Codex. Сейчас этих рекордеров 4 штуки, там и Стуги, Мини, там еще есть еще одна какая-то фигня полная. Вот, ну реально фигня. И, соответственно, если вы видите на рекордере надпись Arri Raw Certified, это автоматом означает, что это гарантия фирмы Arri, что этот рекордер запишет сигнал без малейших помех и проблем. И, в принципе, если у вас есть горячее желание собрать свой рекордер, вы можете с Arri спокойно обратиться. Это открытая спецификация, и они с радостью дают людям возможность поучаствовать в программе Arri Raw без малейших проблем. Okay, beside all these beautiful developments, we want to make life easier for the creative people. So we have developed a lot of additional things. One of these is, for example, the look generator. So if you want to look, you make a still photograph with the Arri Alexa. You prepare this picture like you want, and then you could record in this look. Like you have generated, so the whole film. So that is one possibility. Ну, Arri как бы технические люди, но они очень сильно заботятся о художественных ценностях. И одна из показанных тут возможностей камеры — это возможность использовать так называемые Arri Look Files. Это возможность взять один кадрик, still frame просто с камеры, покрасить его где-нибудь и как бы сделать из этого покрашенного кадра look файл, то есть файл, который будет применять цветовые настройки, которые будут применяться ко всему записываемому далее материалу. Это очень удобно для случаев, когда идет не очень бюджетное производство, когда нет больших денег на цветокоррекцию, когда есть возможность и желание сразу получить прямо из камеры максимального качества и максимально чистую картинку. Вот можно сделать вот так. 120 frames per second, it looks like this. 120 кадров в секунду. При этом оцените динамический диапазон, который вообще на этой фотографии показан, на этом видео.
sheet is available for all the cameras. You can buy it in a web shop. It goes at the moment until 120 frames per second. What you need is this. You need a Sony S/S Pro card with 64 gigabyte, not because of the space, because of this recording speed which this card gives you. Для того, чтобы писать 120 кадров в секунду, это может делать любая камера из семьи Alexa. Для этого вам нужны две вещи. Ну, во-первых, купленная лицензия на high-speed запись. В Alexa Studio она как бы встроена, да, то есть вы покупаете сразу все возможные навороты, если берете студию. И плюс нужны карточки SXS Sony 64 гигабайта, потому что, ну, обычные 32, которые идут в базовом комплекте, они просто не держат такой поток, соответственно, нужны, ну, просто больше карточек, которые позволяют записать такой поток данных. Okay, this software package will be fashioned in a couple of days, so we jump over that to save a little bit time. What is very important for you perhaps is if you want to inform yourself and train yourself, then visit our webpage. You can get of course the sales brochures, but you get also online camera simulator which you can download on your iPad or in your iPhone, but the iPad I would say is a minimum request to use it in the right way. LOT generator like we have seen before, Frameline Composer, and then updates you get there, the guidelines you get there, and frequently asked questions is also there, which is very it contains a lot of information what you may have as a question. У Arri на сайте выложено очень много, ну, достаточно полезных утилит и программ. Ну, например, вы можете найти там камера-симулятор для всяких айфонов и айпадов, чтобы, ну, все настройки камеры знать наизусть, генераторы литов и прочее, все это доступно на сайте. В общем-то, это открытая информация, заходите, скачивайте, обрастайте знаниями, все в ваших руках. Okay, you know, Arri is not just producing cameras, also we have the best lenses available in the world, and with the widest range of lenses. We have now in the meantime two partnerships. One is for block lenses with Zeiss, and one is for zoom lenses with Fuji. And these are the two new babies. This is the lightweight zooms, what you have also seen on the 3D rig from James Cameron. Arri делает не только лучшие в мире камеры, они делают еще и лучшую в мире оптику. У них есть два устоявшихся партнерства. Дискретную оптику они делают в партнерстве с Zeiss, вся зум-оптика делается в партнерстве с Fuji. Вот на прошлом слайде были представлены два новых зума из серии Arri Allure. Они сделаны чуть-чуть по-другому, они сделаны специально максимально легковесными. В общем-то, первая серия зумов, они достаточно тяжелые, это я сразу скажу. А эти сделаны чуть по-другому, просто для других задач, гораздо легче. I just want to add here one thing, because you can hear, obviously it's many people, many companies using now the benefit of 4K, 5K, 8K for the advertising. The Ultra Primes, which are developed 20 years ago, was already a 5K lens, and the Master Prime was already a 6K lens. So, I mean, no need to remind the customers that this is a must. These are the most beautiful lenses what you can buy, and you can buy it also for quite a cheap price. What you get as a value. Ну, как бы Arri делает оптику с очень большим запасом. Вот как пример комплект Ultra Prime, который уже 20 лет находится в производстве, он позволяет обеспечивать детализацию, необходимую для записи материалов 5К. Это как бы было еще 20 лет назад. Соответственно, Master Prime, они рассчитаны под возможную детализацию до 6К. Соответственно, с новыми как бы зумами Arri совершенно не собирается опускать планку. Это оптика, которая будет работать десятилетиями и десятилетиями быть на уровне лучшей в мире.
And the newest baby what we have developed on the Master Prime range is this lens. I would like to show you a few results because it's also used on still photography cameras, for very professional photographers. And you see this bouquet, what you get out of this lens. It's simply wonderful. Ну, еще анонсирован новый объектив из серии Master Prime 135. Вот здесь вы можете видеть несколько статичных фотографий. Можете обратить внимание на боки, какой красивый блике дает этот объектив. Ну, в общем-то, если вам понадобится, можете обращаться. More or less, I'm ready now. What I will show you is one last reel. This will be released in more than 100 countries around the world end of this week. It's an advertising film about Dubai, and why I show you this is because the DOP has made this also in these special conditions. In the real world. He has not cooked it up to 90 degrees, he has not burned it down in a truck, but the temperature was already 60 degrees, and the camera was running 12 to 14 hours per day for 14 days in total. And they have not even used the tropical mode, which is also possible in Alexa. And now enjoy this. Сейчас будет показан фильм рекламный, снятый про город Дубай. Он весь снят за 14 дней при температуре где-то средней около 50 градусов. Соответственно, без малейшей проблемы, даже без использования тропического режима сенсора.
to progress. So you can imagine how beautiful it would be if you shoot this in RAW. I'm on the end of my presentation. I thank you very much. I hope you enjoy it. It was a little bit difficult with translation and all these things, but thank you very much for your support. It was really great. Next time I hope I can do this in Russian language by myself. Я думаю, заключительные слова переводить бесполезно. Всем спасибо. To very difficult questions. I tell you why. 3D, I love 3D because we can sell a double of cameras. So I hope this will be a success. I don't know what really the future is. I mean, if you shoot 3D movies like James Cameron, and if you have seen, or would have seen the film, what he has made recently with Alexa about the Cirque du Soleil, and then there is no doubt that 3D has a big future. If it is shooted, like I have seen some examples in India with a camera with a lot of action in front of the camera, so that eye cannot adapt to the distance in the right way, then I think it would have no success. But the technologies are more and more there, and if you have the next step of evolution and you don't need any more the glasses, then definitely it will have a great future. And about the customers here, as I said, I have taken over the responsibility from Munich about Russia, from the headquarters. It was 2 weeks ago, so please excuse if I have not a clear picture. I have met 2-3 main customers so far. I will do a few meetings by today after this presentation, and also tomorrow. Maybe you give me the chance to answer the question in the next on my next trip. Время потом позадавать вопросы, я думаю, будет в конце выставки, поэтому записывайте на бумажке и будьте злопамятными, потом вам на все ответят. Что-то говорить. Still a few people settling down. Introduce myself. My name is Ben Perry. I'm an executive director at Codex Digital. We're based in the UK, and we've been operational for 6 to 7 years, producing recorders for data capture and file management. Добрый день, меня зовут Бен Перри, я исполнительный директор компании Codex. Мы базируемся в Соединенном Королевстве, в Лондоне. И вот уже на протяжении 6-7 лет мы работаем в сфере записи материала в высоком качестве. Okay, so the Codex philosophy is to capture the highest camera native resolution possible
Философия кодекс, самое главное, чтобы записать материал в высочайшем качестве. To archive and protect the investment made in that particular feature. Чтобы заархивировать и сохранить полностью материал, все инвестиции. Produce working deliverables, Apple ProRes, Avid DNX HD, DPX files, whatever's needed for your post-production workflow. И предоставить все форматы, с которыми удобно работать. Это Apple ProRes, Avid DNX HD и DPX. The Codex onboard recorder, which you'll see various of them down mounted on the cameras down there. It's a very lightweight, 2.5 kilo, very rugged onboard recording system. Итак, вы можете посмотреть, вот здесь внизу представлен накамерный рекордер Codex, который весит всего лишь 2,5 килограмм и очень удобен в работе. Вот вы можете видеть все технические параметры на экране. The unit is production proven, as we will show later, and as you have heard from Hans, the amount of feature films they're actually shooting with the Codex onboard recorder. It's becoming an industry standard. I won't say it is the industry standard because there are other choices in the market, but on the whole, it is becoming the choice for most high-end feature films. Чуть позже мы посмотрим лист фильмов, которые были сняты с помощью кодекса, и посмотрим все. Можете продолжать. Whatever he said. All of our recorders are capable of capturing 2 cameras at the same time. So there was questions earlier about 3D. All our recorders are 3D ready. And each left and right eye is tagged together through metadata and enables you to have a left and a right eye for 3D capture. Самое главное, что с помощью накамерного рекордера Codex мы можем записать 3D и для левого, и для правого, и левые и правые каналы. The recorders are also capable of recording audio, either digital or analog audio, whatever your choice. Также можно записать аудио и аналоговое, и digital. We have very good integration with the Alexa camera in that we can take start and stop information from the camera. Мы можем с рекордера запустить и приостановить запись. We also capture all of the metadata that the camera outputs. Could you please repeat it once again? The metadata, so all the frame rate information, time code information, particular format information. The camera embeds that information in the HD SDI stream, and we capture that and enable you to extract that information in post-production. С помощью входов HD SDI мы можем контролировать всю метадату, а также скорость записи, скорость фреймрейт и так далее. We also take power directly from the camera, so there's no need for external batteries. In some cases, if the camera is overloaded with accessories, then sometimes external power is needed. But as a general mode, you can run as a single unit camera and recorder. Очень часто бывает, когда камера перегружена разными аксессуарами, и could you repeat at the end of You can run the camera and recorder as one unit in terms of power. Да, вы можете запустить прямо с рекордера процесс записи. Okay, so we undergo rigorous testing at Codex, and this unit was run over by a car at 40 kilometers an hour. Мы проводим много тестов с рекордером, и вот то, что мы сейчас увидим на экране, это результат проезда машины со скоростью 40 км в час. And as the Arri customer did, out of curiosity, we turned it on, and it worked.
Да, и что было самое интересное, что после всего этого мы включили рекордер, и он заработал. I don't recommend you do this because clearly it's not in a very good condition. Да, я не рекомендую вам делать этого, потому что это как бы не очень хорошо. Okay, so we do various mounting systems for different cameras. Here on the right, we're showing the D21 mount, and on the left, the Arri Alexa handle mount. На экране теперь мы видим маунты. Слева, значит, это маунт для камеры Arri Alexa, а справа для D21, Arri D21. And there we show it on the camera, like you see down the front. И вы можете видеть снизу вот представленные маунты прямо на камерах, и на D21, и на Alexa. So what do you record to? We call them data packs. It's very similar to an S/S card, just at a completely different level. Итак, на что же мы записываем? Вот весь материал, это флеш-памяти, и мы сейчас увидим какие. We do two versions. Well, actually, that's not correct. We do a few versions. First one is a 256 gigabytes. That gives you a runtime of about 25 minutes at 24 frames per second. Итак, у нас две версии флеш-памяти. Значит, первая размером 256 гигабайт, и можно записать 25 минут с скоростью записи 24 фрейм per second. The next one we do is a 512 gigabytes, simply double the record times. И следующее 512 гигабайт, где вы можете записать 50 минут, тоже в 24 FPS. The media that's used in it, as in the solid state drives that we use, are not consumer drives. You cannot buy them on websites or in shops. These are primarily for the military market, and we are their only customer outside of the military using this particular manufacturer's drives. Те диски, которые мы используем, их просто невозможно купить на маркете или где-либо. Они очень надежные и используются в специальных сферах. So now we can talk about frame rates. Supported frame rates on our current data packs: 16:9 aspect ratio. So the normal Alexa is 0 to 60 frames per second. Давайте поговорим о разрешении. Значит, разрешение кадра 16:9, где вы можете записывать 60 frames per second. And using the 4:3 sensor from the Alexa Studio, your maximum frame rate using those particular packs are 0 to 30 frames per second. Если вы используете полный сенсор, то есть 4:3, то можете использовать 30 FPS. We also have just brought out in the last few weeks what we're calling an HS pack, a high-speed pack with faster drives. The added benefit is that you can take the 4:3 sensor, Alexa Studio, up to 48 frames. Both of those frame rates are the maximum that the camera can output in Arri RAW. В данный момент в разработке находится также новый высокоскоростной 512-гигабайтовый флеш-память, где вы уже сможете записать с аспектом радио 16:9 от 0 до 60 FPS, и также при использовании полной матрицы, то есть 4:3, от 0 до 48 FPS. Okay, so sorry, the projector seems to be a little bit out there. The Arri RAW certification, Hans touched on that in his presentation. I'm going to go into a little bit more detail from our side. So Codex was the first onboard recorder to pass certification, and in that development process, Arri chose us as a partner. And Arri actually resell the Codex product line. We did a special version of the recorder, and that's the faith that Arri put in us as a vendor to support them with bringing Arri RAW to the market. Codex первая компания, которая получила сертификат на Arri RAW, и как уже сказал Hans, could you please repeat once again?
once again, the last thing. Well, we were the first people to support the Arri RAW format as an onboard recorder. Arri actually sell the codex recorder through their sales channel, and this is a very valuable partnership between the two companies. Компания Arri продает рекордеры Codex, и это очень хорошее партнерство между компаниями Codex и Arri. It's the first onboard recorder to capture the higher frame rates. When the Alexa RAW mode was first introduced, I think the frame rates topped out at about 30 frames per second. Obviously now we have up to 60 frames on the 16:9, and to my knowledge we're the first recorder to fully support all of Arri's frame rates. Codex это первый накамерный рекордер, который позволяет записывать высокий high frame rate. We're getting there. Okay, so we also have a high quality debayer. With the RAW mode, you actually have to process the image information further down the line. Codex has a very high quality debayering built into our products to allow you to get the best possible image quality from the data that you've captured. У Кодекса очень дебайринг очень высокого качества и да, это высочайшее качество картинки выдает. All of Codex's development is in line with Arri's Alexa development. So when Arri were able to output higher frame rates, the Codex followed suit. This development path will continue. We work very closely with Arri to make sure that any feature that is new in the camera is also supported in the Codex. Вань, можно себя на секундочку? Дальше пускай продолжит Иван Добролюбов. Technical issues. Okay. So our development is very much in line with Arri in terms of supported features within the camera. If the camera comes out with a new feature, the Codex will follow suit, and we have a very much in-line development program alongside Arri. Arri с Codex очень имеют очень тесное партнерство, и любые новые функции, которые появятся когда-нибудь в камере, они будут в кратчайшие сроки реализованы в рекордерах Codex, потому что люди об этом заботятся гораздо раньше, чем даже объявляются эти выходы всех программных пакетов и прочее. Поэтому, если вы берете рекордер Codex, вы автоматом знаете, что он всегда будет выдавать максимальное качество, которое может выдать камера. Okay, so let's talk a little bit about resolution, because this is where the RAW wins over ProRes. So in camera recording, you have HD ProRes, which is a 1920 by 1080 resolution, and it is a compressed format. Теперь поговорим немножко о разрешениях. Это как раз то место, где у Arri RAW формат оказывается сильно выигрыше. Камера, как всем известно, на своей карточке пишет формат Full HD 1120 на 1080 кодеком Apple ProRes. Как бы, несмотря на то, что он презентуется визуально некомпрессионный, он все равно достаточно сильно сжимает информацию. With external recorders like ours, you can capture HD 1920 by 1080, either compressed or undercompressed. Вы можете подключить рекордер и писать то же самое HD, либо в компрессии, правда, я совершенно не понимаю зачем, либо без компрессии. Рекордер это позволяет. Это большее качество, чем запись на карточке, потому что нету прохода вот этим Apple ProRes кодеком. Просто пишется чистая некомпрессионная HD картинка. Now with RAW recording and RAW capture, what you'll see is the numbers go up. So with the 16:9 sensor, the maximum resolution, and this is taking full sensor information, so it's extracting the maximum possible data from the camera. We can get 2880 by 1620 with a 16:9 aspect ratio, or we can get 2880 by 2160 with the 4:3 sensor and aspect ratio. Следующий уровень — это технология Arri RAW. Она позволяет
записывать полностью тот объем данных, который отдает сенсор. Соответственно, для сенсора формата 16:9, это Alexa и Alexa Plus, разрешение составляет 2880 на 2120. Да. Для сенсора формата 4:3 это Alexa Studio или D21. Это, соответственно, разрешение картинки 2880 на 260. And of course on the RAW you get 12-bit Bayer pattern. И, естественно, этот формат хранится в виде 12-битной Bayer решетки фильтра Байера. Ну, это, ладно, как-нибудь объясним еще. Okay, so that's kind of briefly covered the recorder, integration with the camera. What do you do next? You've recorded a load of shots, you have your data, you now need to make your workflow. Ну, как бы все хорошо, вот у вас есть камера, рекордер, вы радостно сняли первый следующий день. Дальше начинается вот такое понятие workflow, рабочий процесс. Что происходит дальше с этим материалом? We do this with various different products from Codex. The first one is a transfer station. This is an offload platform, uses a SAS interface, so a very fast connection. It has the virtual file system, which is Codex's transcoding engine, which allows you to take the native data and convert it into usable files for your post-production workflow. We have archiving, which is very important, and I will touch on that a little bit more. We have conform tools, and this runs on the Mac OS X platform. Ну, одна из железок, которые Codex нам представляет сегодня, это маленькая Transfer Station. Называется Transfer Station маленькая. Она подключается к к любому, лучше всего к Mac. Она работает, весь программный пакет работает под Mac по SAS интерфейсу. И эта трансфер-станция позволяет перегонять материал в абсолютно любые ваши форматы, позволяет архивировать материал, позволяет восстанавливать его обратно с кассеты. То есть для этого вам понадобится все равно стример, то есть станция является просто интерфейсом подключения к компьютеру, по сути. Но очень хитрым навороченным, у них есть технология, называется VFS, Virtual File System, виртуальная файловая система. То есть, по сути, вы можете просто сказать этой трансфер-станции, я хочу здесь видеть вот DPX. И она на лету вам ваш материал превращает просто на съеме с датапака, превращает в тот формат, который вы задаете. Вот это называется виртуальная файловая система. Another way to handle your media is using a digital lab. High Art Media here in Russia do have these units available. This has dual LTO5 built into the system for archiving. Более навороченная версия называется Digital Lab. По сути, это в цифровом мире это полный аналог просто целой кинолаборатории. Это железка в состоянии изготовлять перегоны в совершенно любые форматы, на лету с совершенно космической скоростью. В ней встроены два LTO-привода, она может делать одновременные две копии материала. В общем, это очень полезная железка, и она у нас есть. Here I'll just briefly touch on the archiving. Obviously Hans mentioned archiving in his presentation. We've chosen LTO as the archive medium. It's becoming the industry standard for digital archiving. Film obviously it has a process and it has a lifespan. The lifespan of LTO is 50 plus years. So again, your media is going to be safe for at least 50 years before you have to move it on to a new generation of archiving that's yet to be developed. The archive is obviously very important. Codex is seen in the market in the early days of digital. People were putting hard drives on the shelf with their entire film on. 10 years' time, that hard drive more than likely will not spin up, you will not be able to get your media back. LTO tape, at the moment, we feel is the best, most stable archiving platform that you can use. Нужно коснуться вопроса архивации материалов. Это одна из важнейших задач, которые вообще ставятся перед этим комплексом. Долговременное хранение – это вообще на самом деле тонкая тема. Суть в том, что жесткие диски, они конструктивно не подходят для долговременного хранения данных. Это коробка, в которой несколько сотен тонких деталей. Если вы положите его на 10 лет на полку, есть банальная диффузия металла, да, есть износ, и вы просто с очень большим шансом просто не включите его. И чем дольше жесткий диск лежит у вас на полке, тем больше наработка на отказ, и она в геометрической прогрессии растет.
Соответственно, этому нужна адекватная альтернатива. Это так называемые LTO-кассеты, это очень распространенный формат, он применяется в десятках разных индустрий. Это формат хранения данных на магнитной ленте, на стримерах. Соответственно, производитель обеспечивает гарантию читабельности кассет в течение 50 лет. Этому нет никаких альтернатив в рынке цифровой технологии. The digital labs can be used as the hub of a digital workflow. It's a Linux-based system, so all the software is designed by us and manageable and controllable by us. So in terms of adding new features and keeping the system current in terms of formats, deliverables, etc., we have complete control over that. The system can also have up to 30 terabytes of storage inside. You can also connect SANs and various other bigger storage mechanisms to the unit. Это самый Digital Lab является, по сути, таким, очень конструктором таким. Вы можете ее собрать в том варианте, в той комплектации, которая вас устраивает. Например, там можно поставить внутреннее хранилище до 30 терабайт, внутренний массив. Вы можете подключить ее же напрямую в свою SAN-систему и прямо через нее сливать нужные материалы вам на массив или, например, иметь доступ с какой-нибудь рабочей станции прямо напрямую с датапака. То есть воткнуть его в Digital Lab и по оптоволокну прям сразу покрасить рекламу. Например, да? То есть это обеспечивает очень много возможностей. Это программный комплекс, который стоит на этом Digital Lab, он полностью разработан компанией Codex, написан на Linux, отличается, соответственно, железобетонной стабильностью. И обновляется все это очень быстро, если выходят новые обновления программ, допустим, вам нужно делать новые перегоны, какие-нибудь форматы, это все очень быстро обновляется и очень живая поддержка у компании Codex. То есть вы всегда можете быть уверены, что вы можете удовлетворить требования любого из ваших клиентов. To give an example, the James Bond Skyfall film that's filming at the moment are using 4 of these across 2 units with at least 3 to 4 cameras per unit. Например, чтобы дать оценку, насколько какую загрузку не выдержать, на нынешнем Джеймсе Бонде, снимающемся Skyfall, они работают в 2 юнита по 3-4 камеры на каждом и имеют 4 таких Digital Lab, по 2 из них прикреплены к каждому из юнитов. С таким размахом работают крупные люди. Okay, the next product that is coming, this is going to have its official launch at NAB this year, is the Codex Vault. Следующий продукт, который будет запущен на выставке на NAB этим летом, это так называемый Vault, убежище, если перевести это на русский. It's a box that suits all cameras. You'll see the cameras listed there. The processor unit, as you can see it at the moment, is a configurable modular design. So here we've added LTO5 archiving module. Эта железка разработана для того, чтобы архивировать материал с абсолютно любой камеры. Список камер, которые поддерживают, был на прошлом слайде. Соответственно, она тоже построена по модульному принципу. Как пример, вы можете туда поставить модуль, записывающий на LTO5 кассету. We can also add in a storage module, which gives you 12 terabytes of storage. The product is designed to be on or very near set. So it's a very robust, very rugged design, and very quiet, very low power, and replaces the need for elaborate DIT cards. Эта железка, она сделана очень прочно и надежно, она предназначена для нахождения либо непосредственно на площадке, либо как-то в ее близости. Соответственно, один из модулей, который там можно поставить, это тоже можно быть массив до 12 терабайт. То есть вы опять-таки можете собрать на основе вот этого Codex Vault, вы можете собрать тот конструктор, который обеспечивает нужды вашего проекта и вашего workflow рабочего процесса. The box will also allow you to manage your metadata, manage your color. We can apply LUTs to the deliverable files. All the deliverable files the box is capable of putting out all the deliverable files that you need. All of the checksums when we're writing LTO tapes are done, so that you know at the end of the day when you walk away, your data is safe and secure.
делать много других вещей. Там очень грамотно построена работа с метаданными, вы можете оттуда доставать все там логи очень быстро. Он может работать с цветом, вы можете накладывать люты на нужные вам перегоны. То есть, по сути, эта железка отвечает требованиям самых взыскательных клиентов. Вопрос, насколько, что вы от нее хотите, как бы, в какой комплектации вы ее для себя заказываете. The transfer drives you see here are a way of moving your media safely. For example, you would have a vault on set, your DIT would be backing up to maybe LTO, maybe creating some deliverables, or maybe you want to move your data from set to a post-production house. This is a 1 terabyte drive, it's very compact, very easily shippable, so a very safe and high-speed way of moving your data between locations. Ну, а еще одна из опций — это специальные такие компактные терабайтные диски. И, судя по всему, они из какой-то отдельной серии серверной и отличаются повышенной надежностью. Это как вариант транспортировки материала там, в продакшн и прочее. То есть это как рассматривается как некая временная транспортная железка. At the other end, when your data arrives at its new location, you can use the codex offloader to read the data and access the data on that transfer drive. Соответственно, этот самый трансфер-драйв, есть к нему специальная такая железка, которая позволяет снять с него данные с очень большой скоростью. Например, там есть Thunderbolt, и вы можете считывать информацию с диска со скоростью, как бы до 10 гигабит в секунду. Я, правда, не знаю, выдаст ли этот диск эти цифры, но это другой разговор. So because of the modular design of the unit, it can be used in a very low profile mode or actually be the hub of a digital production. It's a group of products, it's a family of products, again, similar philosophy to Arri, in that it's not that we make one product this year, that next year you'll have to buy a new one. Every product we bring to market has backwards compatibility. So we are able to add products to the product line that complement, not conflict with previous products. Кодекс всегда старается выпускать новые продукты, которые дополняют уже существующие, они как бы обесценивают их, стараются идти по пути эволюции, пути улучшения потихонечку вот того железа, которое они продают. Ну и, соответственно, как бы, вы построите язык железа к любой нужный вам конструктору, который отвечает вашим задачам. Okay, now I'm going to show you a bit of demo footage. This was shot with the Arri Alexa using a codex on board. We shot 3K Arri RAW. We have actually rendered this out as HD because there was an HD projector. Clearly we could have done it at 2 or 3K or even 4K if needed. The DOP was Harris Savades. You'll see a list of his films there. Very well respected DOP. We applied a very simple color grade to it, put it into Rec 709 color space. The colorist was Greg Fisher, who colored Hugo and is currently coloring World War Z for Bob Richardson, Oscar winner. Сейчас будет показан небольшой демонстрационный материал. Собственно, вот на этом слайде написано, кто участвовал в этом ролике. It's only by God. Bear with us. So apologies, there's actually no sound of this. It was just done as some test demo material. The idea behind the test was to show the quality of the camera and the quality of the format. You'll notice that there's loads of details in the blacks.
without the highlights clipping in any way. Lots of detail in the hair in this shot. It just shows that the camera is able to balance that contrast really well and actually capture everything that you need. Obviously in a grade you can extract more information. We've just done this very simple just to highlight how brilliant the camera and how sensitive the camera is. Ну, это, в принципе, такой демонстрационный ролик, он снят специально, чтобы показать возможности камеры. Вы можете присмотреться к динамическому диапазону, что сохраняются детали в темном, при этом ничего не вылетает в самые светлые части картинки. Но этот ролик был снят специально, чтобы показать возможности камеры и рекордера такой демонстрационный. So here again, you can see how well it handles the blacks inside the car, but also when it pulls focus to outside of the car, how well it handles the highlights. Это еще одна демонстрация. Посмотрите, как камера спокойно передает оттенки темного, при этом при перефокусе на наезжающие машины можно увидеть, что детали в цветах все равно сохраняются. Here obviously we're losing light, but nothing is affected. The camera still manages to capture everything you would want to capture in that situation. Это снято полностью при естественном освещении, то есть никакой подсветки нет. Уже по солнцу, закат, и в принципе камера совершенно спокойно справляется с любыми деталями. So again, the blacks are as they should be, and the girl's face is lit up as it should be. Again, just highlighting how great the sensor on the Alexa is and how good the Arri RAW format can be. Еще один пример контрастной сцены, который показывает возможные качества, которые можно выжать из этого конструктора Alexa с записью в Arri RAW. Да, вообще этот материал получен не путем цветокоррекции, а по сути путем наложения просто базового люта, который переводит картинку в цветовое пространство REC 709. То есть это по сути можно воспринимать как перегон. Это не есть материал, над которым работали, выводили оттуда цвета и тени и так далее. Это очень сильно рабочий материал. Вот я прошу принимать во внимание, что в принципе над этим материалом не работали серьезно. Там никто не занимался какими-то сильными масками и прочим. Это просто простейшее наложение, лютация преобразования. Да? Нет, это привезено в некомпрессионном HD. Ну да. So again, this shot with fading light, water reflections, illumination in the backgrounds, illumination in the foregrounds. Sensor manages to pick up everything you need, detail-wise. This is a great shot when the focus pulls.
As you see, the bridge, you're getting all the detail, the sort of high rises in the back, but then equally all the shadows at the front, in the foreground. Simply stunning. Ну, в общем, тоже, опять-таки, очень контрастная сцена. Просто, ну, Бен говорит то же самое, просто чуть-чуть другими словами, что эта технология позволяет обеспечить очень большой динамический диапазон и очень при этом естественную передачу цвета кожи и вообще, ну, и мелких деталей. I must remember to add some music to this. На следующей презентации к этому видео, наверное, будет какой-то звук, чтобы было повеселее. Okay, so I think we've gone round there, so if we can flick back to the laptop. Макс, остановишься? Okay, so getting towards the end of the presentation, just want to give you a little bit of background on the productions that Codex has been used in, and how that we've got a proven workflow that works at the very high end and all the way down. Skyfall, mentioned it earlier, I think Hans mentioned it in his presentation. Roger Deakins has publicly stated that he will probably never shoot film again after using the Alexa Studio. Это как бы презентация фильма, который снят на рекордер Кодекс, и оператор последнего Джеймса Бонда Skyfall, Диккенс, публично заявил, что он больше никогда в жизни не будет снимать на пленку, настолько он доволен этой системой. Robert Richardson, Oscar winner, shot World War Z using a Codex workflow. In fact, Hugo Cabret, Codex Digital Labs were used as the hub of the workflow, although it was actually, the master was actually taped, so you can't claim that. But one of the most respected DOPs chooses the Alexa Codex workflow. Роберт Ричардсон, человек, получатель Оскара за операторскую работу, виден список его фильмов, и тоже этот человек сейчас активно работает с компанией Codex и более чем доволен их качеством картинки, которая получается по этой технологии. Homegrown production for you guys. This is, you can't see the clip, but it's the first Russian Arri Raw Codex production. The DP, I will leave the pronunciation to my translator. He's from Latvia. Arunas Branskauskas. There you go, it's that impossible one. to say. The cameras and recording were all supplied by High Art Media, and obviously the kit is on display here. Ну, это первый проект, снятый в России по технологии Arri Alexa с записью на рекордер Codex. Называется «Уланская баллада». Здесь еще будут и кадры с этого фильма. Ну, надеюсь, он тоже получит, может быть, не Оскара, но чего-нибудь должен получить. And there's a list of just some of the other films that have been shot using the Alexa Codex workflow. As you'll see, I'd probably hazard a guess that 70 to 80% of the high-end feature films at the moment are choosing the Alexa and Codex workflow. This is because it's a stable system. We've gone to great lengths to make sure that our products work when they're supposed to. So we have shot test material at 120 degrees in the middle of the desert. We've also been given feedback from customers who have shot at -40 using the system. It works in all temperatures, in all conditions, and in all environments. And I think that's very important, especially in Russia where it can get so cold. If you're out in the middle of nowhere, you need to know your equipment is reliable. And with Codex and Arri, you get that. Эта технология очень сильно распространяется по миру. Вот вы видите список. Это очень маленькая часть фильмов, снятых по этой технологии. В принципе, больше 70% высокобюджетного производства кино в Голливуде сейчас снимается по этой технологии. Основной, один из главных плюсов — это совершенно железобетонная стабильность. Уже было много сказано и про температурный режим, и про физическую стабильность. И это, конечно, очень классно, когда вы находитесь в экспедиции там где-то у черта на рогах, и вы совершенно
абсолютно уверены, что у вас не будет никаких проблем с техникой, но это то, за что люди готовы платить деньги. And all that really leads me to say is thank you for listening. I'd like to say thank you to the organisers of this presentation, High Art Media. Целиком заменить вообще пленочную технологию. То есть они строят прям целую систему, которая на каждом этапе в состоянии ее заменить. Соответственно, так как другая база цифровая, там появляются некоторые вот тонкости. С пленкой все было очень просто. То есть вы ставите банку пленки просто на камеру, да, как бы, и люди с точки зрения организации процесса, они как бы даже не особо думают. То есть банка пленки положена, потом она прилетает в лабораторию, и как бы процесс технологически, он же везде одинаковый, да, пленочный, условно. То есть людям даже не нужно было об этом беспокоиться. В цифровом кино сейчас происходит просто полный хаос. Это десятки форматов, это куча стандартов разных. Соответственно, естественным образом рождается некая профессия в США, это называется DIT, Digital Imaging Technician. Это человек, который обеспечивает непрерывность прохождения картинки по всей цепочке постпродакшн. Но в России этим занимается самый левый, то есть монтажер, как бы, да, почему-то продюсеры не понимают, что это одна из самых важных вещей, это гигантская ответственность. Плюс тут есть еще фактор, что до этого все прошлые технологии, тот же самый Red, например, они обеспечивают не те потоки данных. То есть это можно взять ноутбук, взять жесткий диск. Собственно, как большая часть людей с Алексой даже и работает. Если писать на карточке, вы берете ноутбук, берете хард, просто туда копируете материал в двух копиях, как бы. Все достаточно просто. Вопрос в том, что когда вы собираетесь снимать в Arri, получается, что вам каждый вечер с каждой камеры приходит по терабайта-полтора. Это как бы непривычно. Вот, например, через нашу студию за последние 2 года прошло около 600 терабайт материала. Как бы, ну, это внушительная цифра, и это никакие жесткие диски, серверные массивы тут как бы не работают. Соответственно, вот эта компания Codex очень сильно в этом тоже как бы способствует. Суть в том, что нужна некий промежуточный элемент, который позволит заменить окончательно пленку с точки зрения долговременного хранения. Это, по сути, последнее, чего не хватает этой технологии. То есть качество картинки больше, чем пленка, удобство больше, чем у пленки, как бы скорость записи, динамический диапазон сопоставимы. Больше, как бы, была очень большая проблема в том, что с цифровыми исходниками, ну, как бы, либо непонятно, как работать, либо потом возникает очень много проблем. Я, например, своими руками видел несколько десятков случаев, когда люди теряют исходники цифрового материала. Это вообще очень больная проблема, когда люди собирают монтаж и в самом конце на пересборке понимают, что у них, допустим, механик не скопировал флешку сразу, да? И все, как бы, и у вас остаются павловские перегоны. То есть суть в том, что правильная организация рабочего процесса, когда вы занимаетесь цифровым кино, именно кино, это наличие человека на площадке, который занимается изготовлением перегонов, архивацией материала и, собственно, обратным процессом, пересборкой этого всего материала в полном качестве и сдачи его в дальнейшую работу. Раньше всем этим занималась пленочная лаборатория, да? Поэтому, ну, организаторы площадки как бы не особо привыкли об этом думать. А об этом нужно думать в самом начале, ну, вот, как бы еще до запуска, потому что иначе вы рискуете потерять материал. Как бы, как этот процесс устроен у нас как бы есть, ну, просто человек, который занимается этим как бы на площадке по ночам, то есть ребята привозят камеры с площадки, и вот все эти кодексовские волшебные железки, и Transfer Station, и Digital Lab, это, ну, вопрос уже, ну, в мощности конструктора, который вы строите. Если вам нужна одна камера, вы берете маленькую, допустим, Portable Transfer Station, если вам нужно 3 камеры, вы берете Digital Lab, то есть это вопрос, ну, просто в мощности конструктора, который вы собираете. И это позволяет обеспечить очень, как бы, ну, хорошие результаты. Во-первых, вы получаете 2 копии вашего съемочного дня прямо, ну, вечером, то есть утром на следующий день буквально. Правильный процесс, опять-таки, это одна кассета отправляется прям сразу каким-нибудь курьером продюсеру и ложится ему лично в сейф. Как бы. И у вас, вы знаете, что у вас всегда есть вот своя копия материала, это очень, как бы, тоже хороший факт. Плюс это возможность, ну, получить гарантию того, что, опять-таки, продюсерам придет картинка нужного цвета. С оператором производятся просто простенькие тесты, делается тот самый look файл, по которому потом идут все перегоны.
И это опять-таки снимает очень большую конфликтную ситуацию, когда из-за неквалифицированности человека, потому что, ну, монтажер, я очень много видел таких ситуаций, когда людям дают редовские исходники, они их криво пересчитывают, потом увольняют оператора с проекта, потому что продюсер посмотрел серую картинку, понял, что это фигня, как бы, ну, вот. Чтобы всего такого не было, этим нужно заниматься в самом начале на, как бы, запуске проекта. Но в чем еще плюс этой системы с этими стримерами, LTO-кассетами, что она может работать абсолютно где угодно. То есть это можно ехать в экспедицию, это можно ехать на площадку, это можно плыть там на корабле, например. И вы не привязаны ни к какому месту, вы просто заархивировали эти кассеты. Если на них как бы не магнитным полем их не размагничивать, то они совершенно вечные и железобетонные. Это получается как бы аналог пленки, вот так скажем. На процессе завершения монтажа берется просто сам этот монтаж, выгоняется из него EDL, но EDL это старая вещь. Мы сейчас уже по XML работаем, это дает гораздо больше, ну, как бы, возможностей. И потом просто с этих же кассет, в принципе, это даже быстрый процесс, если у вас все правильно настроено, то это делается, ну, буквально в несколько дней. Вы получаете прям кадр в кадр пересобранный свой фильм в виде полной съемки исходника. Суть в том, что в принципе это правильнее делать вот тем же самым камера рендером. То есть это часть технологии, это общая технология. Разделять ее напополам, допустим, делать так, чтобы одни люди только снимали и архивировали, а вторые занимались восстановлением материала с этих кассет и пересборкой, это очень неправильно, потому что это опять-таки источник большого количества конфликтов получается. Самый правильный способ — это когда те же самые люди, которые, ну, как общий киношный принцип, человек, который делал на площадке, он же отвечает за его прохождение по сети. Ну, опять-таки, по стабильности, по надежности, ну, мне тут сложно говорить, уже столько показано. Камера, она очень удобная для почти всех операторов. Вот есть вообще два подхода. Вот. Есть люди старой школы, которые очень любят работать с камерой, как вот с черным ящиком. То есть они знают ее паспортные параметры, да, вот сорта пленки. Соответственно, Alexa обеспечивает такую возможность. Вы можете брать экспонометр, отмеряться по 800-й чувствительности, да, и вообще просто не заботиться абсолютно ни о чем. Как бы тот материал в Arri качестве, который будет записан рекордером, он будет, ну, идеально соответствовать тому, что вы хотите. Тут сейчас будут показаны наши подборки фотографий с наших проектов. Вы можете посматривать, как это все выглядит, ну, собственно, в поле, в прямом, как бы, вот, действии. Вот. И второй возможность. Есть люди, которые очень любят тонкое вот вовлечение в цвет, в картинку. Это больше принято у операторов американской школы. Они просят кадрики, они просят перегоны, они просят иногда прямо даже на площадке отдельные кадрики, чтобы у себя на ноутбуке это покрутить, посмотреть, понять, что получается. Опять-таки, это то, чего пленка никогда не могла делать. И то, что с Alexa и с кодексом делается просто в лед, если у вас, опять-таки, вы есть человек, который знает эту технику на площадке. Вот, то есть, по сути, но это возможность использовать, как бы, ну, и все возможные плюсы этой технологии. И, ну, это действительно совершенно очевидная история, что пленка абсолютно отмирает. И единственная причина, почему в России сейчас на пленку еще снимают, это то, что мы в пленочной лаборатории остались без работы, как бы, и они готовы за любые деньги работать, поэтому часто бывает ситуация, что люди сейчас еще снимают пленку. Вот, ну, как бы небольшой минус, что эта система ест очень много питания по батарейкам, но это опять-таки решается, просто берется большое количество батарей и все, как бы, это не есть никакая проблема. Если у вас есть какие-то вопросы в целом по выставке, по презентации, я могу вам на них поотвечать, поэтому если у вас есть какие-то вопросы по камере, по системе записи, по архивации, по пересбору, по постпродакшену, вы можете их задавать. Да. Потом. Хорошо. Достаточно коротко расскажу вам не о цветокоррекции, а о том, как Arri совмещается с системами цветокоррекции, которые сегодня существуют и самые популярные. Сейчас. Кого? А я не знаю, чья это музыка, откуда она это. Я еще на выставке, как придешь, позвони, там можно встретиться. Ваня. Покажу. Давай, Ваня, давай, иди сюда. А не, я все,
Сейчас я. Потому что, конечно, все это требует более детальной информации, но значит, немножко об Arri, так как тематика здесь именно об этой камере говорится, я поговорю о самых популярных программах, которые используют все продакшены на сегодняшний день, снимая на камере Arri. То есть это система цветокоррекции Scratch, SpeedGrade, который уже, к сожалению, не так актуален, его перекупил Adobe. Вот, и быстро развивающаяся система DaVinci. То есть она на сегодняшний день самая доступная. В принципе, вы ее можете скачать все с сайта бесплатно. DaVinci Lite включает все функции, которые включены в версию Pro, за исключением технической поддержки. То есть она не поддерживает аппаратные видеокарты, но все именно функциональные вещи она поддерживает, в том числе и кодек Arri. То есть фактически мы имеем инструмент достаточно доступный, с помощью которого, если к вам поступил в продакшн материал Arri, вы можете сделать дебайринг, пересчитать, попробовать сделать какие-то прилуки. И это как раз делается с помощью системы DaVinci. Сейчас обращу просто несколько разных моментов, на которые нужно обратить внимание. Значит, дебайринг делается достаточно просто. Здесь всего две функции, которые мы можем исполнить. Здесь нет качественных параметров, но мы можем управлять температурой и можем управлять экспозицией. Таким образом, это все настраивается изначально на входе в материал. Мы можем использовать, видеть также метаданные файлов, которые к нам входят, перезаписывать эти метаданные, то есть поправить название рилов, можно, в принципе, даже перебить некоторые EDL. Значит, на что нужно обратить особое внимание? То, что чем отличается DaVinci, возможно, от других систем. У них новое цветовое пространство, которое утверждено Ассоциацией производителей кино, ACES. Оно намного шире, чем sRGB, и позволяет работать, сейчас это будет новый стандарт фактически в производстве и обработке цветокоррекции. Вот. По умолчанию при подключении файлов есть в наличии сразу LUT, который преобразует логарифмическое изображение Alex в стандарт REC 709. Таким образом мы можем сразу получить линейное контрастное изображение и работать уже с ним полноценно. То есть он преобразует гамму достаточно корректно, и вы сможете получить сразу результат. Ну, соответственно, DaVinci поддерживает достаточно много лутов различных пленок, на которые вы можете выводить, также DCP стандартов, и в этом смысле здесь все очень просто, доступно. Создавать луты вы можете тоже сами с помощью самого DaVinci. То есть у системы DaVinci есть генератор лутов, и вы можете, в принципе, сгенерировать для своего монитора или для какой-то системы свой особенный какой-то лут. Вот. Я не разговариваю здесь не столько об цветокоррекции, а сколько использовании Arri вот в системах цветокоррекции. Вот, допустим, это оригинальный RAW файл, который просто можно открыть, это один кадрик. При накидывании стандартного логарифмического лута, который по умолчанию идет, получаем вот такую картинку. Смотрите. То есть, в принципе, видим, что он просто достаточно мягко, сохраняя все полутона, как бы преобразует картинку. Далее можно уже поработать с оттенками, с различными вариациями непосредственно в программе, используя либо дополнительные лоты, либо просто те возможности, которые существуют. В большинстве случаев в большом производстве, особенно в рекламе или в клипах, сейчас
камеры смешивают, что-то снимает рапиды, снимает на Red, что-то снимает на Arri. И поэтому для того, чтобы у вас был некий стандарт на одной секвенции, то как и у Red, так и у Alexa лучше все иметь в логарифме. То есть Red нужно пересчитывать также в логарифмический формат. По умолчанию, значит, его можно также поставить в DaVinci, чтобы оригинальные файлы тоже виделись сразу в логарифме. И Arri. В принципе, если использовать массивы, подключенные по сказе по Thunderbolt, то вы получаете в реальном времени проигрывание. То есть, но это уже не на версии Lite, а это получится на версии Pro. Для того, чтобы версия Pro нормально, полноценно работала в реальном времени, достаточно 2 карт NVIDIA 4000. И на сегодняшний день это получается самое недорогое решение реал-тайма, DPX. То есть вот на стенде там компании Provis вы можете посмотреть, там есть система Thunderbolt Provis. Они позволяют до 700 мегабайт в секунду считывать и записывать информацию. И таким образом, в принципе, при всем объеме и сложности самой системы Arri, используя и кодексы, используя все остальное, в то же время Arri достаточно доступна для использования в небольших студиях и небольших продакшенах. То есть этого не нужно бояться, и можно эту камеру с удовольствием использовать. Значит, что еще можно сказать про именно специфику работы Alexa в системах цветокоррекции? Если вы перегоните через кодексы в DPX, конечно, качество, возможно, будет лучше, потому что система перегона DPX, именно дебайринга, там делается на сложнейших системах. DaVinci на данный момент, вот по моему мнению, дебайринг делает не так качественно, как хотелось бы. То есть он все-таки есть разница, когда DPX приходят после обработанного расшифрованного сигнала, и есть разница после того, как мы обрабатываем это именно в DaVinci. Вот. Так что, если вот вкратце, то есть у меня выступление прям 5-10 минут, вот примерно мы понимаем, что нет ничего сложного и страшного для того, чтобы использовать сегодня Arri, потому что многие продакшены пугаются, потому что Red более доступный. И проблема всегда была именно в дебайринге и доступности лицензирования. Дебайринг, есть фильтр дебайринга. Это фильтр матрицы, то есть фильтр Байера, это в честь изобретателя изобретенного Байера. Система записи, система цветоделения на матрице, да, с помощью которой мы можем записать на фоточувствительные элементы. Вот. И каждый производитель создается, придерживается этой системы, в том числе Red и Arri, они, собственно, созданы по одной системе. Да, только одна матрица. Вот. И, соответственно, мы, когда называем словом этим дебайрингом, это не значит какое-то специфическое слово. То есть мы расшифровываем этот сигнал и используем тот или иной процесс, и алгоритм зависит, конечно, от написания кода производителя, потому что, допустим, SpeedGrade и DaVinci, они совершенно по-разному расшифровывают этот сигнал и качество. И, допустим, если для Red существует аппаратный дебайринг, так называемый все равно, при использовании карты Red Rocket, там качество достаточно высокое. Если программным способом это делать, то, используя даже оригинальный софт, мы видим, что качество не самое лучшее. То есть, поэтому дебайринг, который делает на сегодняшний день DaVinci, доступный инструмент для преобразования цифровых файлов, которые мы получаем с любых цифровых камер, в том числе и Arri. Вот смысл, сказать именно об этом. Вот, если есть какие-то у вас вопросы именно на эту тему, то есть о том... У Red? Да, это когда будет вот меня сейчас... Я расскажу про Red с удовольствием, но вот в другой аудитории. Вот.
Так что, если какие-то вопросы, ответы, это чуть позже будет. Вот, об использовании форматов Arri RAW в системах цветокоррекции примерно я вас проинформировал о том, что это достаточно доступно. Вы можете использовать доступный софт. Мне кажется, это отличный инструмент для операторов, чтобы на площадке как раз-таки можно было уже попробовать использовать, взять несколько кадриков съемочного, который вы снимаете, и у себя на ноутбуке спокойно покрутить эти кадры, причем посмотреть, в каком качестве, как они крутятся. Да. Если мы снимаем не в Arri RAW, просто... Да. В прорез? Да. Ну, Родион, дорогой. Нет, это... Иностранцы. Это большинство желаний... Сейчас Ханс Сальзингер и Бен Перри с удовольствием ответят на все вопросы по их презентациям. Потом будет дискуссия о вопросах и ответах с российской стороны, поэтому... Да, я отвечу на один вопрос. Отражение и возможности записи линейного как бы напрямую. Значит, конечно, это желание продюсеров получить сразу как бы чистую картинку из... Нет, ну... Чтобы... Ну, я бы рекомендовал все-таки вам использовать 3D-луты, потому что в зависимости от того, на чем вы потом будете использовать это, вы можете взять небольшую, допустим, плату HD-Link, туда подгружаются внутрь 3D-луты, и взять логарифмическое изображение из Arri или из другой камеры, и сразу на мониторе смотреть то, что вам, как вы хотите. Либо REC 709 смотреть, либо смотреть лут какой-то пленочки. То есть... Да. Да. Можно, конечно. Можно смотреть. Мониторить можно, конечно, можно подгрузить. Сейчас многие мониторы новые записать на Arri RAW. Да. Full HD, да. Да. Вы можете в 709 линейно записать. Можете записать. Да, хорошо. Вопрос. Нюх и DaVinci. То есть что вы можете сказать? Совершенно разные программы. DaVinci только для цветокоррекции, Нюх это все-таки композ. И дебайринг Нюх не делает. Ну все. Подробно можно потом. What is the future of the analog film, Franz, did you write? See, we are completely independent in that things. We love the analog film material, we love the digital, we have in both worlds the best cameras. And I was asked the same questions 2 years ago, before the Alexa came, and I said, if the market make the decision and they want the analog cameras still from us, and then of course we will buy it. And we haven't stopped developing parts for the analog cameras. But if you see around the world what is the tendency, then you can clearly say this is a tendency goes to digital. And on a quite fast movement. So I think if you look on the Oscar award, which was done recently, then